Привет! Я сейчас нахожусь в городе Сагаласос, это античная Турция, и у нас запланирован круговой маршрут, длинный на машине по Ликийской тропе от города Фетхие в сторону Анталии. Итак, начнем новый влог с города Фетхие. Только посмотрите на это, мне просто нет слов. Утро, город Фетхие, 3,5 часа езды от города Бодрум на машине. И вот такой вид. Лагуна, кораблики, вокруг горы. Вид потрясающий. Просто спирает в груди красоты. Невероятно. В 19 минутах езды на машине от Фетхие находится заброшенный город Каякой. Для тех, кто любит развалины, побродить по камням, руинам – отличный вариант. Виды сверху очень эпичные. Ну и рядом находится деревня уже с людьми. Тут живут люди, а по соседству вот такие руины. Необычно очень. Место интересное. Понравилось лазать. Я тем более недавно начала заниматься болдерингом. Это спортивный вид скалолазания, поэтому я немного была в теме и подготовлена. Но гулять здорово. Было здорово. На дороге нам встретилось препятствие. Бараны пасутся. Похоже на коз. Барашки и две козочки. Мы немножко в ступоре, мы не знаем, как их обходить. То ли идти так же спокойно, то ли подождать, пока они будут пастись и уйдут сами. Вот такая проблема городских жителей. Баранам и козлам мы оказались неинтересны. Они абсолютно были заняты своей травкой, и мы прошли мимо. Тут есть такие мощеные дороги, переплетенные с растительностью, и похоже на диснеевский мультик, как из Маугли. Гулять очень интересно. Вот это практически самый центр города. Остались только стены у домов, внутри ничего нету. Только общее представление о том, как тут все было раньше.
в 2 шагах античное кафе. Смотрите, как можно сидеть без обуви. Ульяше тут очень нравится, потому что можно ползать. Мы передохнем и поедем дальше. Вокруг Фетхие очень много красивых пляжей, и мы приехали в одну из таких лагун, называется Голубая лагуна. Пляж с голубым флагом, это означает, что тут очень чистая вода и песок. Яша пробует плавать. В солнечную погоду вода обретает голубой цвет, и, соответственно, из-за этого лагуну так и назвали. Но у нас пока идет дождь, пасмурно, но тоже все равно очень красиво. Вокруг горы, вода спокойная, приятно очень. Дождь так и не заканчивается, по-моему, только и усиливается. У нас классное есть такое приобретение. В этот раз мы взяли рюкзак, который не промокает. Это, по сути, такой мешок, но он очень удобный. Внутри тут все запаянное, и он никогда не промокнет. И все вещи будут сухие. Просто как знали, что так он нам пригодится. Итак, дубль 2. Новое место и новый день. Какая красота! Это город Демре. Смотрите, какой вид. Просто море, горы. Это у нас апартаменты. То есть это кухня такая. Уже готовый завтрак. Открытая кухня абсолютно. Первый раз такой вижу. Город Демре — это настоящее сердце ликийской цивилизации. Сегодня будет насыщенный день. И этот день начнется с турецкого завтрака. Я очень люблю турецкий завтрак, потому что он очень сытный. Смотрите, как он обычно проходит. Это сыр, мед, какие-то лепешки, овощи, обязательно оливки и яйца. Позже будет турецкий чай и кофе. Очень здорово. А вот хозяин апартаментов нам принес для турецкого чая чайнички. Смотрите, они двойные. Я никогда не видела такого. Тут готовая заварка. Интересно, они по очереди наливаются или вместе? И там получается вода. Сверху заварка, а снизу горячая вода. Одно из исторических мест, куда мы отправились, это вот церковь Святого Николая. Тут нас, похоже, ждали, все понятно, на понятном языке. Идем внутрь. О, такой дружок на входе нас встречает. Какой ты хороший. Хороший ты, тенечки, отдыхай. Вот общая панорама церкви, и можно представить, что это все находилось под слоем ила. И церковь откапывали только совсем недавно. Святой Николай творил чудеса, и все мы знаем Санта-Клауса благодаря ему. Церковь построили в таком виде в 8 веке. Дальше были многочисленные землетрясения и наводнения. И она была погребена под толщей ила до самого верха. Ее откопали в 19 веке. Еще одно интересное помещение, где, видимо, проводили службы. Там есть проход. Уляша хочет отправиться. Такие колонны.
Очень просторно. Ну, пойдем. Я за тобой. Но опять же говорит о том, что люди были невысокого роста раньше. Я практически головой цепляюсь. Только вот так. Хорошо, не останавливайся, идем. Вот как красиво на выходе. Красиво очень, да, Оляш? Да. Это главное место, где раньше были мощи Святого Николая. Сейчас их уже тут нету, захоронен в другом месте. Все прикладываются и освещают свечи. Храм работает в качестве музея, он не действующий. Очень много комнат, много сводов. И каких-то изображений уже мало сохранилось. Место интересное. Сейчас 2 часа дня, май месяц, людей практически нету. И можно спрятаться от жары. Древний город мира. Во II веке до нашей эры это была столица Ликия. Здесь же прославился святой Николай за свои учения, и здесь же он умер. Знаменитый Акрополь москальный. Мы подошли чуть поближе, но, конечно, качество постройки просто поражает. Как будто бы только что взяли, вырезали и поставили. Наверху камни просто впечатляют, потому что они держатся под собственным весом, без цемента, без всего. Огромные камни. А вот амфитеатр вид изнутри. Впечатляют масштабы. Внизу это все выглядит не менее эпичнее, еще за счет того, что вокруг находятся горы. То есть такое продолжение амфитеатра. Естественное обрамление. Я тут кое-что придумала. Возможно, это выглядит не очень красиво и презентабельно, зато помогает продержаться долго без еды. Когда находишься в путешествии и нету рядом каких-то нормальных кафешек. Я замешала протеин спортивный прямо вот в бутылке с водой. У меня изолят гороха и риса. Есть вегетарианский, есть с молоком. Вот. Но зато это такой вариант, от которого не будет болеть живот, как, например, от пиццы или от макарон. Помогает продержаться еще какое-то время. Подошли к некрополю чуть поближе, и тут видны гробницы абсолютно разные. Есть какие-то попроще, какие-то с барельефами. Все говорит о том, что это все точно как в жизни. Из-за разного социального статуса. Те, что попроще, те были беднее люди, а с колоннами те побогаче. Самая приятная часть путешествия. Ребенок переполнен впечатлениями и дождался мороженого дондурма, да? Такой интересный вариант, как облачко. Вкусно? Да? А я не могу без другого, без турецкого кофе. Да, это моя страсть. Ляша, какая прелесть. Я даже не знаю, кто тебя теперь возьмет за руку, потому что салфетки все в машине. Ну, Леша. Ужас какой-то. Едем дальше в еще одно интересное место, в рыбацкую деревню Кеково. Чтобы добраться до Кекова, нужно арендовать одну из лодок, потому что это город затонувший. Одну из таких лодочек. Кеково был портовым городом мира, и здесь был
промысел оливкового масла. Во II веке нашей эры здесь было крупное землетрясение, и город ушел под воду. Лев Густой здесь очень любил снимать, и у него очень много подводной съемки именно в этом месте. По дороге к крепости Семена встречаются царские гробницы. Одну из таких мы вчера видели, она была в воде затонувшая. Очень все это интересно выглядит. Они прямо очень большие, монументальные. Противоположный берег — это остров Кеково, где мы вчера плавали вокруг него. И как раз с противоположного берега были видны гробницы. И тут их очень много. Конечно, внутри никаких сокровищ нету, люди устроили здесь мусорку. Там банки, бутылки. Идем к крепости. Не успели мы забраться на эту крепость. Нас встретил дворовой кот и набросился на вот эту маленькую собачку. Просто сверху. Я даже не знала, что делать. Я порезала палец об поводок, пыталась Вольку вытянуть. У меня до сих пор руки трясутся от адреналина. В общем, все закончилось хорошо, но мне пришлось кота немножко ударить ногой. Просто мы шли, Волька никого не трогал, и на него прыгнул кот. Вот так вот бывает. Постоянно на Вольку почему-то набрасываются коты. Надо будет внимательнее теперь, потому что здесь постоянно ходят коты. Сверху хорошо видно затонувший саркофаг, который мы видели с воды. Но, по всей видимости, там очень мелко, и с кораблика невозможно его хорошо разглядеть, потому что близко они туда не подплывают. Но вот еще можно и сверху посмотреть. Сверху просто потрясающий вид открывается на береговую линию. Очень все это красиво. Вода голубая. И вокруг остров Кеково. Это все остров. На самой вершине замка практически ничего нету, только вот эта старая пушка. Такая площадка не очень большая. Но забраться очень советую, потому что вид с нее потрясающий. Огромный плюс путешествия самостоятельно — это то, что ты не зависишь ни от какой экскурсии, от гида, расписания. Ты абсолютно принадлежишь себе. Ну вот наши соотечественники жаловались, что им не хватает часа здесь прогуляться. Если честно, мне хватило и 15 минут с учетом драки с котом. Теперь радость спуска. Но на самом деле я хочу сказать, что те маршруты, которые проделаны собственными ногами, собственными силами, наиболее ценные. И когда тебя в качестве вознаграждения ждет потрясающий вид, это наиболее ценные места и воспоминания. Направляемся в сторону Кемера, а по дороге заедем на гору Химеры. Это огненная земля в прямом смысле слова, потому что из-под земли вырываются языки пламени. Там есть залежи газа, и он взрывается. Будет интересно, посмотрим.
Самое идеальное подниматься на гору Химеры на закате, потому что будут лучше видны языки пламени. Сейчас как раз 6:30, дорога занимает минут 15, мы поднимаемся наверх, и я надеюсь, что мы успеем еще и вернуться. Мы пожарим маршмеллоу. Это оказалось вообще никаких не 15 минут. Мы уже 15 минут прошли, и конца не видно. Похоже, что это на самый верх нужно идти. Эта дорога наверх поднимается. Наконец-то мы пришли. Пахнет жареным. Прикольно. Но это, конечно, не 15 минут. Точно минут 40. Особенно если с ребенком. Идем жарить. Готово? Да. А маме? Маме сейчас насадим. Будем пробовать. Поджарился. Классный опыт. Мы нашли маленький очаг, он на самом деле идеальный. Он безопасный, не обжигает руки. Есть там гораздо больше. Здесь прям нам идеально. На газу быстро все жарится, и главная проблема маршмеллоу то, что он быстро сгорает. И главное не добиться черной корочки. На самом деле очень вкусно. Прям, наверное, потому что ты сам это добыл. Просто обалденно. Я такое обычно не люблю, но это очень вкусно. Как тебе вкусно, зайчик? Да? Получается жарить? Ну да. А у папы очень горячо. А мне? Надо подальше, да, и побыстрее забирать. Тогда не сгорает. Вкусно, да? Угу. Мне кажется, мне сегодня будет плохо. Я съела целую пачку маршмеллоу. Но было очень вкусно. Оно того стоило. Интертеймент нам очень понравился. Мы решили, что в следующий раз мы вернемся и возьмем с собой сосиски пожарим. А сейчас мы торопимся вниз, потому что дорога в камнях, и лучше, конечно, спускаться, пока еще светло. То, ради чего мы приехали в Кемер, это каньон с названием Гёйнюк. Представляете, это целый каньон с реками и пересеченной местностью. С нами купальник, специальная обувь, непромокаемый рюкзак и отвага. Маршрут очень красивый, вокруг горы, скалы, и вдоль дороги течет река. Бирюзового цвета, прозрачная. Где-то там квакают лягушки. Чтобы пройтись по самому каньону, предлагается зиплайн, каякинг и сплав на лодке. Можно еще пройтись пешком с каской, это самый такой экстремальный вариант. Я бы, наверное, когда-нибудь захотела так пройтись, но сегодня мы сможем только на лодочке, спокойно, зато красиво и безопасно, потому что с нами Ульяша. Встретился указатель, мы к каньону пойдем сейчас налево. И еще вот такой интересный вариант на 18 километров. Там дорога уже такая очень интересная. Куда-то наверх. Из этой точки забирает джип к лодкам и везет 2 километра. Обратно можно возвращаться пешком и рассмотреть все красоты, которые есть вокруг. И тут же можно перекусить.
Что мы сейчас и сделаем. Конечно, как же без мороженого. В эту поездку на меня получились все звери. Я кушала кукурузу. Эти двое ко мне подошли сзади и пытались просто, я не знаю, что сделать, наверное. Протянули ко мне свои клювы, и мне пришлось от них убегать. Но я недалеко убежала, бросила кукурузу, и вот они ее у меня отобрали. Я даже не понимаю, как эти гуси поняли, что я кушаю кукурузу, потому что они ко мне подошли со спины. Я просто в шоке. Ну, я буду теперь кушать. У меня есть лепешки национальные со шпинатом и турецкий кофе. Короче, этим гусям оказалось мало. Они продолжают требовать еду и не дают нам кушать. Продолжают наступать. И мое мало будет. Да, и вот этот гусь, он вот так вот вытягивает голову и наступает. Мы его немного отогнали камнями, но он все равно продолжает на нас смотреть. Мне, если честно, страшно. Теперь Ульяша кушает лепешку, они сзади пытаются подойти. И первый раз они также подкрались сзади ко мне, я очень сильно испугалась. Вот они там смотрят на нас теперь. Ляша, кушай, не смотри на них. Вот это просто гусиная банда, им не хватает каких-нибудь черных масок на голове. Ну просто, они мне уже... Я не могу не есть ничего. Уходят кругами, вот, вытягивают шеи. Такое ощущение, пытаются забрать последний кусок. Я же первый раз поедет на сафари-джипе. Джип довозит до вот этой остановки, и дальше встречают лодочки. И будем отправляться в каньон. Кто-то уже купается и кричит от холода. Вода очень холодная. Поездка нам очень понравилась, и обратно мы, кстати, возвращались тоже на джипе, потому что 2 километра возвращаться, ну, уже было тяжело. И стоимость 800 лир на 2 человек, и ребенок был бесплатный. Начался новый день, и нас ждут следующие приключения. Мы припарковались буквально выпить кофе и съесть мороженое, как нам кто-то сдул колесо или проткнул. Полностью оно пустое. Сейчас будем как-то чиниться. У меня есть серьезное подозрение, что колесо, скорее всего, нам спустили, потому что это произошло буквально за час, что нас не было. Мы припарковались на одной из центральных улиц Кемера вдоль магазинчиков. И когда мы вернулись, то вот отъехали буквально пару метров, услышали серьезный звук, и колесо спустило полностью. Но нам повезло, что помогли нам дядечки на улице. Они вызвали мастера из шиномонтажа Pirelli, и буквально вот через 15 минут нам надули колесо, и теперь мы едем дальше. Находимся уже в Анталии. Здесь из примечательного есть Дюденские водопады. Идем смотреть.
Несмотря на облагороженный вид, спуск прямо через пещеру. Вот такая пещера внизу ожидает. Первое впечатление, как будто бы мы спустились в московское метро. Рядом с водопадом есть пещеры, где живут летучие мыши. Тут прямо есть предупреждение, и их слышно. Они тут живут. Но не видно, видимо, они ночью вылетают. В продолжение водопада есть прямо такой атмосферный ресторанчик на краю. Очень здорово. Тут, оказывается, настоящая плотина, и поток воды регулируется искусственно. Честно, когда шла сюда, не думала, что здесь что-то хорошее. Думала, какой-то будет маленький водопадик, а он прямо очень мощный и неожиданно прекрасен. Ради этого вида мы приехали во второй раз. Это затерянный античный город в горах Сагалассас. Помните секретную комнату с мозаикой, где она пострадала в Троянской войне? И действующий водопад, фонтан точнее, это все было там, я рассказывала в прошлом влоге. Сейчас май месяц, тепло, цветет каштан, ласточки и сирень. Как тут красиво. И мы, кстати говоря, в отеле одни. Очень все атмосферно. На следующий день колесо выглядит вот так. Нам его просто подкачали, то есть оно было целое. Ну, видимо, кто-то решил нам его приспустить. Ну, все отлично. Едем по маршруту дальше. Я в прошлом своем влоге рассказывала, как здорово было бы сюда еще раз вернуться. Настолько мне здесь понравилось в Сагалассасе, и место просто забрало мое сердце. Но обычно парадокс заключается в том, что сколько бы раз мы не возвращались в те места, где нам нравится, обычно невозможно вернуться в те ощущения, и вот чтобы тот же самый момент и миг вернуть. Но в этот раз просто это любовь еще больше. Тут место практически не изменилось, просто все как и было, все так же идеально. И мы вообще тут одни находимся. В прошлый раз вообще было мало туристов, а теперь мы вообще одни. Настоящее единение с природой. Рядом есть такой ресторанчик. Нам здесь тоже очень все понравилось. Все очень атмосферно в турецком стиле. Для нас включили фонтанчик. Такие развалины, сосна. Очень классно. И пока что нам принесли чай, кофе. Тоже все так очень колоритно. Красивый кофе в подаче. Лукум, как обычно, и турецкий чай. Нам принесли национальные блюда. Это кёфте из говядины, салаты и гёзлиме. Это такие лепешки с мясом тоже. Даша у нас кушает рыбку. Свежая молодая рыбка. Атмосферный ресторанчик с видом на горы. В прошлый раз в Сагалассасе мы не ходили по Нижнему городу. А в этот раз мы нашли вот такое вот уникальное место. Это захоронения, видимо, такие же вот в скале. И сюда идет даже тропинка скальная. Их очень много. Все древние находки имеют свой учет. Первый раз такое вижу. У каждого камня свой номер учетный. Чувствую себя как в офисе. Очень интересно. Весной уникальные растения цветут. Очень красиво. Дошла я до конца Нижнего города, до самого низа. Со мной уже никто не пошел. Я думала, тут какой-то клад находится. Ну вот точно это и никто не увидел.
И смотрите, что меня ожидало в конце. Здесь должен был быть стадион и церковь. Просто вот такая вот стена и 2 колонны. Да, 2 колонны, больше ничего тут нету. И море камней. Вот так вот бывает иногда. Ищешь, ищешь, а ничего-то и нету. Сейчас я возвращаюсь обратно. Мы поднимемся вот на эту площадку. Там находится главный фонтан. И с этой площадки мы запустим квадрокоптер. Посмотрим вид на долину. Должно быть безумно красиво. Фонтан по-прежнему прекрасен и по-прежнему он функционирует. Очень красивое место. Тут я заметила очень классная погода и температура, особенно после Кемера. В Кемере очень была такая ощутимая влажность, все вещи были мокрые, а тут прямо свежо. Настоящая весна, природа. Очень тут классный свежий воздух. Мне тут очень нравится. Отсюда виден наш отель, где мы остановились. Одноименный отель называется Сагаласас, и там же ресторанчик. Вот как раз на вот этой вершинке в центре кадра. Какая красивая долина. В ресторанчике Сагаласас продавались сувениры, и вот одна из них была такая кукла, Ульяша захотела. Это полностью ручная работа. Просто она вся такая сшитая, из ткани, мягкая. Тоже такой местный колорит, мне кажется, очень классная. Вот только здесь можно такое встретить. Мы ехали по дороге, пришлось съехать на обочину, потому что нам перегородило стадо козликов. Класс. Уезжаем из Сагаласаса с каким-то серьезным ураганом. Просто первый раз вижу такого цвета тучи. Сорвался сильный ветер. Нам сейчас нужно будет ехать в другое место, дальше по нашему маршруту. Погода на сегодня испортилась. У нас и по дороге был и ливень, и град. Огромные куски льда падали в лобовое стекло. Но мы еле уехали от этого урагана, прямо как в сказке про изумрудный город, где Эля спасалась от этого урагана, он остался сзади. Дальше у нас по программе город Бурдур, и будет 2 музея. Один из них естественная история, и второй археология. Один из них я очень сильно жду, потому что там находится африканский мамонт, который является одним из самых больших в истории. Его высота около 3,5 метра. Так что едем. Ну, друзья, честно, какие-то смешанные чувства у меня, потому что это воссозданный слон, это его слепок. И есть небольшие части, сохранившиеся, как вот эти бивни, они лежат отдельно. И вот, например, кусок челюсти, тоже он отдельно. Еще есть часть позвонков, также они отдельно находятся. Полностью слона нету. Но зато все это очень эпично выглядит, потому что помещение — это старая церковь. За окном идет дождь. И здесь представлен только один мамонт. Показано древо мамонтов. И в центре это как раз предок всех мамонтов. Вот он не похож ни на слона. У него нету хобота, даже хвоста нету, и он гораздо меньше по размерам. И в музее показан вот этот слон Гюняй Фили. По одной из веток произошел африканский слон и азиатский. Представлены 2 зуба, верхние моляры. Они довольно-таки большие. И я еще была в музее
собаки, и там был представлен зуб предка собаки. Вот он был примерно такого же размера, что для меня это очень удивительно. Вообще тоже очень удивительно, насколько сильно все это разрушено и восстанавливали буквально по крупицам. Потому что, я так полагаю, все это очень хрупкое, рыхлое. И, конечно, воссоздать полную величину слона было невозможно. Погода шепчет, я бы сказала, осенняя, потому что температура с 20 градусов снизилась до плюс 10. И зарядил дождь, похоже, уже на целый день. Мы едем дальше в следующий музей. В археологическом музее собраны все находки из города Сагаласас. И можно представить, как было бы там сейчас, если бы еще были все эти скульптуры. Было бы вообще очень потрясающе. Но все ценные находки находятся отдельно в музее. А вот на этом стенде показаны еще дополнительные статуи, которые были возле главного фонтана. И они сейчас все в музее находятся. А вот тоже стенд показан, где я вчера снимала некрополь на горе. Были найдены подобные урны, это для праха. То есть на горе пещеры были для праха. Тоже собрано много посуды, которую там нашли. Глиняные горшочки, амфоры. Были найдены даже украшения. Тут какие-то сережки, браслеты для волос. Сам по себе археологический музей небольшой. Здесь 2 этажа и собрано экспонатов буквально на полчаса просмотра. Но я рекомендую посещать и Сагаласас, и музей одновременно для общего восприятия. Наш круг путешествия – город Бодрум. Старая часть города напоминает Грецию. Выкрашенные в белой краской домики и синие окна. В городе Бодрум раньше находилось 7-е чудо света – мавзолей Мавсола. И вот это место – это то, что от него осталось по сегодняшний день. Из камней мавзолея построили замок Святого Петра, про которого я рассказывала в предыдущем влоге, пущу ссылочку по экрану. И теперь можно представить, какой же он был огромный. Если из камней можно было построить замок. И вот это место, по сути, котлован, где был мавзолей. Какой он был огромный, могущественный. В мире есть несколько похожих зданий. Например, Масонский дворец в Вашингтоне. Он чем-то похож, даже очень, внешним видом. Можно загуглить, посмотреть. Сейчас я покажу на картинке, как раньше выглядел мавзолей. Сюда можно спуститься, все потрогать, ощутить всю атмосферу, как это было раньше. И это 4 век до нашей эры. А это макет мавзолея, как он раньше выглядел. Невероятное здание. А вот тут, кстати, показана фотография масонской ложи в Вашингтоне. Вот это здание.
Вот такой вышел у меня влог. Спасибо, что были со мной и досмотрели до конца. Буду рада пальчику вверх. И до новых встреч. Пока. В общем, погода погода на сегодня испортилась. Привет, я сейчас нахожусь в городе Бодрум. У нас запланирован маршрут. И у нас дети с собой. Лиси. Да, еще собака. А что?